Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда любой из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Сегодня мы разберемся в вопросе, который неизменно мучает многих, кто был разлучен биологической смертью со своими любимыми. Ревнуют ли умершие к новым мужьям и женам, новым парням и девушкам, новым постоянным отношениям с другими или просто легким интрижкам? Напомню, у нас появился и заработал на полную катушку Telegram. Это резервное средство связи на случай каких-либо непредвиденных обстоятельств. Кроме того, там вас ждут разные интересные штуки. Ответы на ваши вопросы о жизни после смерти, анонсы, новости и дополнения к видео YouTube канала по теме устройства потустороннего мира, а также даже немножечко моей личной жизни и просто заряд позитива и хорошего настроения на день. Ссылку на него вы найдете в описании любого видео и видите на экране. А теперь к теме лекции. Всех, кто потерял своих дорогих половинок и знает, что жизнь после физической смерти продолжается, интересует вопрос: будут ли они ревновать на том свете, если у оставшихся жить появится новый муж или новая жена, новый парень или девушка, новый объект сексуального интереса? Зачастую это вызывает огромное чувство вины, невозможность создать и позитивно развивать новые отношения, и, что называется, привязывает к земле, как усопшего, так и живущего. Тому, кто вступает в отношения с вдовцами или вдовами, тоже приходится несладко. Зачастую они сталкиваются с этим всепоглощающим чувством вины, непрекращающейся скорбью, различными сравнениями, которые чаще всего оказываются не в их пользу, нервами, депрессиями и прочими патологиями не справившихся с горем людей. Сами они при этом тоже не горят желанием наблюдать присутствие уже отшедших людей в своих новых отношениях и стараются всячески прекратить его, заставив своих нынешних половинок полностью забыть прошлое. А не получая этого, огорчаются, психуют и злятся. В результате новые отношения трещат по швам, все страдают, а заданный в заголовке вопрос остается без ответа. Кто-то из так называемых эзотерических гуру в отношении этого вопроса занимает непримиримую позицию и утверждает, что мертвые очень сильно ревнуют с того света, и начинать новые отношения нельзя. Кто-то из этих самозваных учителей, наоборот, рассказывает байки о том, что личность усопшего стирается, никаких чувств они уже не испытывают, и потому можно творить все, что захочется, не задумываясь о каких-либо последствиях и ответственности перед умершим. Все это, очевидно, следствие категоричного мышления и желания все упростить, свойственных воплощенному человеку, а иногда и просто следствие коммерческого желания как можно скорее монетизировать свои домыслы и невежество, изображая из себя всеведущего мудреца. Я уже неоднократно говорил, что даже наш физический мир многократно сложнее, чем это видит большинство среднестатистических граждан. Разумеется, следующий, духовный мир, еще более сложен и разнообразен. Применять к нему наше ограниченное земное мышление в принципе некорректно. И тем более некорректно применять к нему упрощение и категоричность. История любви двоих – это всегда уникальная история. Нет двух похожих историй, как нет одинаковых отпечатков пальцев человека, отпечатков носов кота или снежинок. Мы четко видим по огромному массиву информации, накопленной человеком за время изучения потустороннего мира, ссылки на которые предложены вам в разделе о канале, вкладке «Сообщество» и любой нашей книги из цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю», что сама по себе смерть ничего не меняет в личности человека, ничего не прибавляет к ней и не забирает, не делает из человека всезнающего гения, если он был глупцом, и наоборот.
переходя последнюю черту, мы забираем с собой тот умственный и духовный багаж, которым обладаем к этому моменту. Поэтому ревнивец, который в земной жизни не давал своей половинке покоя, придираясь к каждому столбу, на который она смотрела, разумеется, продолжит это делать и после перехода. Он будет нервничать, выходить из себя, возможно, даже двигать предметы, стучать в стены и проявлять свое присутствие другим образом. По крайней мере, первое время, пока не получит помощь сил света и не начнет процесс развития и отказа от эгоизма. Человек, который жил не ради себя и не ради удовлетворения исключительно своих потребностей, осознающий, насколько это тяжело потерять любимого человека и остаться в одиночестве, наоборот, будет только рад, если его половинка встретит кого-то, с кем сможет радостно разделить оставшееся на земле время, вместо того, чтобы провести его в яме горя, мрака и отчаяния. Ведь такой человек, как никто другой, понимает, что важна только любовь, только духовная связь. А она никуда не делась и обязательно соединит двоих, когда придет время, независимо от того, сколько его половинке удалось завести мужей за время земной жизни. Я знал одну любящую пару, которая была внезапно разлучена смертью задолго до того, как к ним пришла старость. Это была невероятно красивая, приятная во всех отношениях пара, которая, к большому сожалению, тоже столкнулась с онкологией. Умирая, он сказал своей половинке: «Я не хочу одиночества для тебя. Ни в коем случае не мучайся, не страдай и не закрывайся ото всех, пока меня нет. Обязательно встреть кого-нибудь, одари его счастьем своей любви и получи это счастье и для себя». Меня всегда восхищал такой подход. Даже на смертном одре думать не о себе и своем благе, а о благе любимого человека. Это свидетельствует об истинных, настоящих чувствах безусловной любви, которая все преодолевает и не ищет ничего для себя. Люди, носители такой любви, являются примером для всех в нашем непростом, зацикленном на эгоизме и себялюбии мире и выступают ориентиром для тех, кто еще не научился любить по-настоящему и вообще не понял, что такое настоящая любовь. Выбор, каким именно образом относиться к рассматриваемому вопросу, справедлив и для тех, кто остается на земле. Кто-то после отбытия любимого на тот свет навсегда уходит из мира романтики и хранит ему верность до собственного смертного дня, а кто-то пускается во все тяжкие и за 10 лет успевает сменить 5 мужей или 6 жен. И далеко не всегда можно однозначно сказать, что тот или иной вариант лучше другого. Далеко не всегда как первый, так и второй приносят с собой утешение и радость жизни. Все зависит от конкретной ситуации и конкретного человека. Но как понять, какой именно вариант ваш? Как узнать, что на самом деле думает ваш любимый человек о вашей перспективе вступить в новые отношения? Очень просто. И уверяю вас, вы знаете ответ и без моих указаний. Вас с вашим человеком соединяет любовь, духовная волна и энергия, обеспечивающая постоянную мысленную связь. Никто не разберется в любых вопросах лучше, чем двое, связанные этой волной, чем вы сами. Это справедливо и для земного плана, и для ситуации, когда влюбленные временно разлучены смертью одного из них и завесой между мирами. Меня всегда удивляет, когда люди идут к различным медиумам, гадалкам, эзотерикам и прочим представителям рынка потусторонних услуг и задают им вопросы о своих отношениях с усопшими. Да откуда они, эти гадалки, могут это знать? Это же ваши родные и любимые люди. Никто лучше вас их не знает и не сможет разобраться в ваших вопросах, нуждах и потребностях. Странная, непонятно откуда взявшаяся уверенность, что люди, обладающие развитыми психическими способностями, даже если удастся попасть именно к таковым, а не к обычным шарлатанам, могут понимать вашу личную историю и эффективно советовать, что вам с ней делать.
Разве гениальный музыкант разберется в хитросплетениях работы краснодеревщика только потому, что он умеет писать невероятно красивую музыку? Конечно, нет. Это же очевидно. Разговаривайте сами со своими отшедшими любимыми. Отправляйте им светлые эмоции, свою любовь, а вместе с ней мысленные послания. Задавайте им вопросы, когда что-то непонятно или вы в чем-то сомневаетесь. Ответ обязательно придет, и вы поймете, как действовать и что делать. Вы почувствуете реакцию ваших половинок по внутреннему голосу, по мгновенно меняющемуся настроению, по едва уловимым знакам и символам, по появившейся внутри уверенности. Вы осознаете, нравятся им ваши идеи или нет, и, обладая полной свободой воли, сделаете выбор, прислушиваться ли вам к ним или, быть может, поспорить. Собственно, ничего нового. Все, как и в любых нормальных отношениях на Земле, когда все живы. Решая, что купить к совместному ужину, вы звоните своей половинке и советуетесь с ней, а не идете к какой-нибудь гадалке. Выбирая, где провести отпуск и в какой отель заселиться, вы рассматриваете доступные предложения вместе, а не спрашиваете об этом потомственного ворожея. Попав в беду, вы выбираетесь из нее вдвоем, советуясь, как лучше поступить в том или ином случае, а не обращаетесь к колдуну. Так и должно быть. Со смертью ничего не изменилось. Перестало существовать только физическое тело вашего любимого человека. Но ведь отношения вы никогда и не строили с телом. Вы их строили с душой, временно обитавшей в этом теле. Машине, которую она использовала для выражения себя в этом земном мире. Все ваши счастливые моменты, скандалы и ссоры, приключения, беды, радости и все остальное всегда базировались на прямых и непосредственных отношениях двух душ. Смерть одного из ваших биологических тел никак этого не изменила. Отношения двух душ продолжаются и будут продолжаться вечно. Поэтому только вам двоим решать, как поступать в той или иной ситуации. И никто не сделает это лучше, чем вы двое вместе. Вот почему очень важно работать над отношениями еще при жизни. Учиться понимать друг друга. Не закрываться, не игнорировать друг друга при возникновении какого-либо конфликта. Не затаивать внутри обиды, а разговаривать. Проговаривать любую шероховатость и любую ссору, общаться, быть искренними и правдивыми друг с другом и с собой. И если вы научитесь этому еще при жизни, то и после смерти одного из вас с взаимным пониманием у вас не возникнет никаких проблем. По сути, ничего вообще не изменится. В этом и состоит самый главный и самый прекрасный дар знаний о бессмертной духовной природе человека. В осознании того, что мы никогда не расстаемся с нашими любимыми, независимо от того, существуют ли их биологические тела или срок их годности уже истек. Они всегда рядом с нами, всегда готовы помочь нам, поддержать нас и никогда нас не покидают. На сегодня это все, дорогие друзья. В следующий раз я расскажу вам невероятную историю профессора Реймонда Моуди, который в одиночку перевернул мир и благодаря которому сегодня мы имеем возможность получать некогда тайные знания, а также свободно и без страхов говорить о жизни после жизни. Встречаемся, как обычно, послезавтра на нашем канале. Всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.